Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами сделаем вторую ручку клиентки, у которой вверх растущие ногти. Как правильно делать коррекцию на вверх растущих ногтях, мы с вами разобрались в прошлом ролике. Ну а сегодня мы будем делать дизайн на второй руке. Очень много клиентов у меня ходят с разными руками, практически 90% моих клиентов, и это им нравится. И на самом деле, как я слышала, уже появилась целая мода на разные руки. Наверное, я ее запустила. Давайте мне втихаря где-нибудь памятник поставим за то, что я запустила моду на две разные руки. Прикиньте, сколько можно рисовать, особенно если вы умеете рисовать и кайфуете от дизайна. Я, например, в диком восторге. Но на самом деле я в этом месте немножечко, конечно же, шучу, не воспринимайте это всерьез. Мы же тем временем подготавливаем вторую ручку к нанесению дизайна. В данном случае делаем покрытие вот таким вот фиолетово-сиреневым цветом, который, конечно же, камера не видит и передает как синий. Итак, сегодня мы с вами на этой руке будем делать вкусный маникюр. В этом году, в этом сезоне всякие разные вкусные фрукты, овощи у нас в тренде ногтевого мира. Очень модно выполнять всякие разные вкусности на ногтях наших клиентов. Поэтому сегодня мы с вами нарисуем черную смородину. Под саму смородину прокладываем 2 слоя белого гель-лака для того, чтобы у нас был красивый, плотный белый тон. В данном случае белый у меня от компании Blue Sky, который в 2 тоненьких слоя наносится просто замечательно, но к его консистенции нужно немножечко привыкнуть, он довольно густоватый. Но из-за этой густой консистенции он просто идеален в технике растекания, как основа для растекашек. Этот момент уже многие из вас знают, кто не знает, для тех я повторю. Но сегодня мы с вами будем делать не растекашки, сегодня мы будем с вами рисовать, поэтому готовим полотно для нашего будущего дизайна ногтей. Итак, рисовать мы с вами сегодня будем в акварельной технике, но гель-лаками. Для этого мы разбавляем гель-лаки со средством для снятия липкого слоя. Сначала тоненькой кисточкой намечаем движение своей будущей грозди черной смородины, а потом начинаем уже непосредственно вырисовываться. Наметку делаем очень тоненько, едва заметно, для того, чтобы просто понимать, куда же будет двигаться наш дизайн и куда будут располагаться ягодки. После того, как мы это все наметили, тогда уже переходим к заполнению и к вырисовыванию. Изначально темно-зеленым цветом намечаем будущие листья своей черной смородины. Здесь следим за формой листа, потому что у черной смородины своеобразный листик. Если мы нарисуем другой по форме лист, это будет уже не смородина. После того, как мы набросали темно-зеленый подмалевок, сразу же по мокренькому располагаем ярко-зеленые блики для того, чтобы показать светотеневые моменты. Почему мы делаем это по мокрому? Для того, чтобы опять же гель-лак у нас немножечко подрастекся и получились плавные переходы между темно-зеленым цветом и светло-зеленым. Далее листики смородины мы подсушиваем для того, чтобы они у нас никуда не убежали, и переходим к рисованию ягодок. Изначально темно-сиреневым цветом, тем же цветом, которым мы делали покрытие на основных ногтях, и в данном случае виднее, что он сиреневый, мы вырисовываем ягодки своей будущей черной смородины.
А сейчас делаем блики при помощи белой гелевой краски, размешанной с финишным покрытием. Нам нужно получить вот такой вот очень-очень полупрозрачный оттенок. Именно этим оттенком мы вырисовываем бочка своей будущей смородинки. Там, где необходимо, где у нас самые светлые места, выставляем капельки смеси немножечко поярче и ее растушевываем. После того, как готовы ягодки нашей смородины, прорисовываем окончательно ту веточку, которую мы делали изначально. Теперь мы можем сделать ее красивую, яркую и максимально тоненькую. Перекрываем наш дизайн матовым топом, он у нас будет матовый, прорисовку будем делать уже поверху. Остальные ноготки перекрываем глянцевым финишным покрытием, потому что у нас будет один матовый ноготок, остальные глянцевые. Ну а теперь прорисовка. Как обычно, прорисовываем черной и белой красочкой. Черной красочкой добавляем какие-то углубления и тени, то есть подчеркиваем те места, которые у нас будут самые глубокие. Самую дальнюю веточку, какие-то прожилки в листиках, какие-то места ягодок, которые у нас будут в самой глубокой тени. Хотя, если вам сложно понять светотеневые моменты, можно, как я в этом случае, обвести ягодки по кругу. Тогда у нас получится такой себе рисунок из учебника по биологии. После того, как просушили черный цвет, белой красочкой намечаем самые яркие места наших ягодок. Немножечко по краешку самих ягод и выставляем блики в тех местах, которые мы заложили как самые светлые.
А потом мы с клиенткой подумали и решили, что матовый белый ноготь это не совсем удачное решение, потому что он будет пачкаться, и перекрыли ноготь глянцевым финишем. Такие варианты тоже возможны, такое тоже бывает, и ничего страшного в этом нет. Матовый топ замечательно перекрывается глянцевым, и получаются глянцевые ноготки.